Прошел месяц. Ни одного ролика, ни одного монтажа. И вот, я сижу здесь. Здравствуй, YouTube. Я скучал. Итак, друзья, и где же мы остановились? И почему я вообще пропал на целый месяц? А все началось с простого. Почему-то я подумал, что мне необходима неделя отпуска, чтобы ничего не снимать. И так прошла неделя, вторая, третья. И спустя месяц я наконец-то понял, что я больше не хочу снимать просто потому, что надо. И теперь я буду снимать не просто контент, а делать это качественнее. Я для этого, друзья, даже начал читать книги, те самые бумажные. А еще я заметил, что без Ютуба мне не хватает Ютуба. Даже не самого контента не хватало, а, наверное, ваших комментариев, ваших шуток, ваших подстебов в мой адрес. А еще за этот месяц я понял, что рядом со мной находятся две прекраснейшие идеи. Это моя жена и мои дети. И снимать ради них – это уже кайф. Но это не все, друзья, потому что, наконец-то, у нас начинаются летние каникулы, точнее, замер вакансий. А что это значит? А это значит то, что мы снова в деле. И мы все лето будем для вас снимать теплые, атмосферные и солнечные видео. И, конечно же, сравнение других европейских стран с нашей любимой Бельгией. А у нас уже полный чемодан идей. Ну, не только идей, еще и камер, запасных батарей и, конечно же, дрона. Так что в ближайшие 2 месяца вас ожидает теплый, семейный и душевный контент. Ну и, конечно же, максимум лайфхаков и искренних впечатлений. Так что, друзья, подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик и поехали вместе с нами в это прекрасное лето. Друзья, представьте, стоило мне только вернуться в кадр, да, и я сразу нашел небольшой эксклюзивчик. Точнее, событие, где сегодня люди добровольно будут падать в реку со своих велосипедов. Пойдемте посмотрим. Ну что ж, добро пожаловать на Red Bull Water Raid. Это то мероприятие, где гравитация побеждает креатив. В картреке сегодня жарко, даже если не сильно солнечно и немножко идет дождь. Red Bull проводит шоу, нужно проехать на велосипеде по тонкой платформе и не упасть. Но забегая вперед, с уверенностью скажу, что почти никто не проезжает. Так, а вот и наши герои. Одеты в свадебные костюмы, на самодельном турбированном велосипеде. И ихняя цель – проехать до конца. Ну, судьба, наверное, у них другая. И это было красиво. 10 баллов. Ну, не за проезд, а за вход в воду. И 11 баллов за улыбку при падении. Вот так вот жюри оценивают эти соревнования. Боже, сегодня столько много людей, что мы даже не можем подойти к самому краю, чтобы снять это поближе. И приходится снимать через этот телевизор, да, который все транслирует. Но я думаю, вам будет заметно, друзья. А сейчас будут выступать следующие участники, у которых цель будет доехать до самого конца по этой трассе. Ну, я думаю, их судьба будет не доехать, а упасть красиво в воду. А вот и следующая команда. Водные доктора. Белые халаты, ласты на ногах и, конечно же, огромный шприц на руле. В общем, все как положено. Видимо, они приехали ставить капельницу, но не себе, а самой трассе. И по ихнему выражению лица читается, что они полной решительности доехать до конца. Но мы-то знаем, что в ластах на велосипеде далеко не проедешь. Ну что, поехали? Или точнее, поплыли. Именно эти спортсмены проехали меньше всех. Так, ну что ж, все, на кульбиты мы насмотрелись, вдоволь насмеялись, и теперь самое время пройтись по городу. Потому что сегодня картрейк живой как никогда. Здесь сегодня есть на что посмотреть и чем удивить. Мистер Даниил, как вам соревновательное шоу? Лучше, чем Netflix? Да. В одном из парков в Портрике проходило какое-то странное мероприятие. Когда мы туда пришли, то мы, мягко говоря, немного удивились. Тут были какие-то странные душевые комнаты, ванны на колесах, как-то странно одеты люди. Еще был жонглер, который не умел жонглировать и при этом нервничал. В общем, до нас так и не дошло, что здесь происходит, что здесь делают. И мы пошли на улицу, где проходил Рома Маркет.
Ну, а вот это уже что-то новенькое и необычное. Здесь внутри этого домика сидят настоящие люди, и если им кинуть монетку, то они начинают притворяться роботами. Это не прям вау, но один раз увидеть стоит. Друзья, а это называется Рома Маркет. Здесь продаются подержанные вещи. Тут целая улица, выходят вот так люди, выносят из своих домов все, что им не нужно, и пытаются продать и заработать какую-то копеечку. Ого, вот это находочка. Мы даже не могли себе представить, что здесь найдем самовар. И если немного походить и немножко присмотреться, то здесь даже можно приобрести болгарские деньги. Точнее 200 лев. Только вот кому они здесь нужны, я не знаю. Друзья, кто желает брендовые сумочки? Пожалуйста. Луджо, Киплинг, Лакост. Все за копейки. О, уже урвали. Только мы навели, видите, кадр на такую брендовую сумку, ее уже урвали. Какая цена? Мне интересна цена, да нет. Видно, что-то не подошло. Вернули. Ого. Чтобы купить Мону Лизу, не обязательно ехать в Париж. Единственный минус сегодня, так это то, что если ты захочешь купить мороженое, придется полчасика постоять в очереди. Друзья, мы иногда задумываемся, что для того, чтобы быть счастливым, иногда просто нужно присесть, выдохнуть и понять, что совсем скоро уже лето. И, кстати, нас же не все смотрят люди, кто живут в Бельгии, а, например, кто-то смотрит нас из стран СНГ, ну, в общем, неважно, из других стран, да. И, наверное, вы, как и мы, привыкли, что лето начинается, то есть с 1 июня, да. По-нашему мы уже привыкли, вот в Украине уже начались летние каникулы в школах, то есть дети с 1 июня отметили праздник День защиты детей и уже все на каникулах. А Бельгия продолжает работать. В Бельгии дети продолжают учиться. Здесь сезон начинается... Стоп, пока мы не рассказываем. Давай мы сначала дадим возможность зрителям угадать. Например, как вы думаете, зрители, когда в Бельгии начинается лето и зима? Я вам сейчас давайте дам пару вариантиков. Итак, первый вариант, вариант А, это с 1 июня. Вариант Б с 7 июля. Вариант С с 1 мая. И вариант Д с 21 июня. Ну что ж, а правильный ответ это лето начинается с 21 июня и зима начинается когда, Снежана? 21 декабря. Ну так немножко сдвинулось на 3 недельки. Ну, то есть каждый сезон здесь по-бельгийски, по-европейски. Я не знаю, как в других, кстати, странах Европы, но вот в Бельгии сезон сдвигается по сравнению с Украиной на 21 день. Друзья, а знаете, что еще мне очень сильно нравится в Бельгии? Одно из таких наболевших, наверное, тем, то, что здесь официальных языка аж целых 3. Это фламандский, нидерландский, это французский, немецкий и даже можно добавить 4-й язык, как английский. Раздражает или не раздражает? Не раздражает, мне это очень нравится. Здесь просто никто друг друга не принижает за незнание языка, да? Здесь никто не заставляет, здесь не принуждают, здесь свободное право человека во всем выбирать, в какой части Бельгии ему жить, на каком языке разговаривать. Да, то есть здесь право выбора здесь абсолютно никто не цепляется ни к знанию языка, ни к акценту и не делает с этого какое-то... Почему же к знанию цепляется? Если ты проживаешь во Фландрии, вот как мы, я имею в виду, мы ведем канал на нашем языке, на котором мы привыкли говорить. Да. А к нам некоторые в комментариях цепляются, что ведите его только на украинском языке. Ну, как бы
Я это хочу просто попросить своих подписчиков или просто зрителей, что, ребята, успокойтесь, выдохните. В людях нужно ценить, самое первое, это человечность. Неважно, на каком языке он выражается, с какой интонацией он говорит. Это вообще не важно. И из этого не нужно делать как бы из языка, как вам сказать, не делать Войну, оружие. то же самое, Оружие не войну. нужно делать. Это всего лишь язык. И здесь их, я же вам говорю, в Бельгии 3. Из-за них никто не воюет. Бельгия также была в составе Франции, потому что Францию захватывала, в составе Германии. И везде она, где бы ни была, да, она сейчас автономная. И тем не менее у нее есть аж 3 языка. Никто же не придумал бельгийский язык или сделал чисто один нидерландский. Бельгия поступает очень мудро и разумно. Для того, чтобы сохранить мир, Бельгия с близлежащими вокруг нее государствами приняла их языки. Да, То поэтому есть здесь... она граничит с Нидерландами, она приняла нидерландский язык. Она граничит с французами, она приняла французский язык. Сделала, то есть не приняла, а сделала своим официальным. И третий язык – это немецкий, потому что восточно-южная часть Бельгии немножко граничит с Германией. Поэтому, друзья, давайте будем все дружны, не разделяться на языки, и так как наши все украинцы людьми. очень сильно, я смотрю в других пабликах, очень сильно любят Бельгию, они благодарят Бельгию за ее гостеприимство, вообще восхищаются этой страной и так далее. Так почему же вы не берете вот пример с той же Бельгии, где право уважают и человека, а не свобода его произношение, человека, понимаете? да, где уважается право выбора человека. Друзья, и вот бы нам-то, как Бельгии, быть одним целым народом, украинским нераздельным народом. И неважно, кто на каком говорит, на украинском, на китайском, на английском, на русском. Ну, я не считаю, что с этого делать нужно инструмент оружия. Ну, я думаю, что нет. Нам всем нужно быть немного уже умнее и дружнее. А вообще, друзья, чтобы вы понимали, мы всегда снимаем без всякого плана, без всяких идей. Мы иногда просто берем камеру, микрофоны, выходим под настроение и пытаемся отснять что-нибудь такое, поделиться с вами, например, если вы планируете сюда переехать, или вы уже выехали сюда и едете, и, может быть, мы вам хотим немножко своими душой, энергией передать, как своими ощущениями, как здесь жить, насколько здесь хорошо, либо плохо, да? А следующее видео мы подготовили специально для таких людей, которые сюда планируют переехать, или только переехали и еще как слепые котята не знают, что им делать. Слепыми котятами мы до сих пор остаемся в некоторых ситуациях, потому что как бабахнет какая-то ситуация, каждую прям неделю по голове, знаете, либо письмецо какое-то счастье ты получаешь. Так, ты давай все карты не открывай зрителям. Пускай им будет интересно в следующем видео послушать. Мы вам расскажем, как мы здесь уже 3 года являемся беженцами. Ну, 4-й пошел, а точнее под временной защитой. И в следующем видео мы поделимся, как получить временную защиту, куда нужно поехать в Брюсселе, какие документы нужно подать, как искать жилье, где размещаться, где просить помощи, куда устраиваться на работу. А вышли мы сегодня к вам в эфир, потому что, честно сказать, очень давно не выходили наши видео новые, но причина тому, вот честно, уже накопилась какая-то вот усталость. Да. Уже мы последними силами вот дорабатываем, так сказать, этот сезон, и просто с нетерпением ждем лета, чтобы закончилась школа у детей, чтобы да, там учеба, чтобы наконец-то начать высыпаться, да, чтобы куда-то, может быть, поехать, ну, хотя бы на чуть-чуть, на немножко. Вот, все-таки мы заслужили этот отдых, так как мы очень сильно работали на протяжении всего этого года. Поэтому особенные чувства сейчас нас посещают. В какой-то степени и лень уже, в какой-то степени уже опустошенность, а потом вроде бы, знаете, пересматриваешь ранее сделанные, смонтированные наши видео и думаешь, все-таки какой большой фидбэк от людей, да, сколько много комментариев, лайков, просмотров, и понимаешь, что все-таки, да, спасибо огромное, и понимаешь, что все-таки было пройдено и сделано много чего, и это было не зря.
Детки наши, кстати, тоже. Из последних Из последних сил сил уже доучиваются. Маленькая так вообще, ой, я не хочу идти в школу. Каждое утро это борьба поднять ее в школу. Ну правильно, потому что она привыкла в Украине уже с 1 числа Когда высыпаться. же она уже закончится, мама? Вот сейчас она находится сзади нас, художественная школа. Там она посещает уроки пианино, музыки. И да, кстати, я сейчас пойдем мы вместе и запишем ее на следующий учебный год. В Бельгии так. Друзья, а это школа искусств. Это школа, которую посещает также наша дочка. У нее здесь проходят уроки по пианино. Но также сюда дети приходят. Здесь уроки танцев, есть балета, ну и музыкальная школа. Ой. Вот секретариат тут. Все, зашли, решили по поводу музыкальной школы. Записали на следующий год. Вот нужно оплатить 106 евро 17 центов. Ну, там до августа Это примерно. за целый год? Да, 3 раза в неделю у нее будут занятия. И здесь платится не как у нас вот каждый месяц, допустим, да, ты оплачиваешь. А бонплата сразу нам уже предстоит в августе много счетов оплатить. Музыка, рисование, спортивный взнос за тимбилдинг. Да. В общем, друзья, у нас на самом деле очень много идей и планов на лето на это. Ну, будем по возможности... С Богом, так с Богом, сказать. да. Двигаться На вперед. все воля Божья. Мы всегда с добрым сердцем, в добрый путь и с верой в Бога. Да, так что надеемся, будем выходить почаще, видеться побольше и принимать от вас побольше комментариев и лайков. Также не забывайте подписываться на нас. Всем хорошего настроения. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, а это, смотрите, я хочу обратить внимание, это дом престарелых. Посмотрите, как для них все красиво оборудовано. Столики в виде кафе, цветочки. Вот машина, которая привозит продукты им. Зоргбедрейф называется. А вот это сад в доме престарелых, это старичков. Вот там столовая. Столовая, тут они пьют пиво, кока-колу. Были замечены не один раз. А вот площадка. А видно, здесь... у них сейчас тихий час. Да, я думаю, отдых. А здесь они играют в гольф. А это почтовый ящик той самой организации, которую мы обходим стороной. Очень сильно у нас не сложилось.
Будут новые истории, новые страны, будет много летнего контента. Ну, можно так сказать, путешествия такие, как они есть. Они иногда бывают у нас без плана, без подготовки, но зато они всегда у нас сердцем и душевные.